Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотел бы поделиться с вами рецептом булочек с корицей. В нашей семье мы любим эти булочки. Еще помню, в детстве моя тетя, Царство Небесное, делала эти булочки. И эти булочки очень популярны. Я знаю, что в Швеции они как шведские булочки называются. Я помню, когда в Стокгольме был, тогда запах этих булочек с корицей был везде. Настолько вкусно. Но я решил поделиться своим рецептом. Делать очень легко. Это надо делать дрожжевое тесто, потом выстаивать. Ну, я весь процесс вам покажу, и думаю, что вам это понравится, или какую-нибудь я вам идею тоже дам. Ну, приступим. Здесь на столе все составляющие ингредиенты уже готовые. Я молоко, теплое, растопленное масло, мука, сахар, соль, одно яйцо и дрожжи. Я взял дрожжи свежие, они уже у меня подошли здесь хорошо, проснулись, потому что я держу в холодильнике. Ну, теперь начнем все это смешивать в этом миксере. Сейчас заливаю молоко. Все это должно быть в комнатной температуре. Масло. Одно яйцо, сахар, соль, мука. Все составляющие ингредиенты и сколько вам надо, это все оставлю вам под видео. И наши дрожжи. Не знаю, люблю работать со свежими дрожжами. У меня, к сожалению, что-то всегда не так получается с сухими дрожжами. Ну, самое главное, что у нас дрожжи есть. И теперь мы все это начнем смешивать. Итак, тесто наше смесилось. Посмотрите, какое красивое. И теперь я это тесто положил сюда, в эту чашку. Чашку я немножко попрыскал пекарным маслом. И сверху я посыпаю немножко мукою. Вот таким образом. Сейчас накрою и оставим, пускай оно подходит. Итак, 2 часа назад я замесил наше тесто. Оно поднимается очень хорошо. Я каждые полчаса подходил и я нажимал, чтобы она спустилась вниз. Смотрите, что творится. Хорошо подошло. Так, теперь что я сделаю? На стол я поставлю немножко муки. Таким образом. Ох, какое прекрасное у нас тесто. Так. И посмотрите. Мягкое. Как вата. Теперь я его немножко раскатаю. Таким. Я его сильно замешивать больше не стал, потому что оно уже замешано как следует. Немножко нам только надо расправить, чтобы она была как лист бумаги. И тогда она будет легче его смазывать. Все пузырчатое даже получилось. Теперь что я делаю? Я возьму уже масло
Оно мягкое, комнатной температуры, и смажу здесь сверху. Масло должно быть комнатной температуры. Делаю руками, потому что у меня руки чистые. Я всегда перед готовкой мою руки как следует. И мы делаем для своего дома, а не для продажи. Я уверен, что многие хозяйки дома делают тоже все руками, а некоторые, которые немножко придирчивые, они начинают, почему руками. Да, я им могу сказать, пожалуйста, спросите своих бабушек, дедушек, родителей, как они делали. Это сейчас все стали руками делать. Называется новая школа. То, что я, честно говоря, не одобряю. Таким образом, сейчас руки я вымою и начнем сыпать. Теперь я взял здесь смесь 100 грамм сахара и 1 столовая ложка корицы. Теперь я все это посыплю здесь сверху. Стараемся посыпать как можно равномерно, в случае мы немножко рукой тоже поможем. Вот таким образом. Теперь немножко я палочкой пойду, чтобы немножко все придавить в тесто. Таким образом. И вот сейчас как раз я вспомнил, что-то хотел вам сказать. Вот то, что я как раз руками все делал, что многим это не нравится. Но дело в том, что я считаю, что те люди, которые придирчивы, что почему я все руками делаю, или почему другие делают руками, эти люди просто новая школа или новое поколение. Новое поколение, по-моему, то, что у них, наверное, есть прислуги дома, и дома все прислуги для них все делают. Но у меня есть хороший пример. У меня моей половины сестра, я не знаю, как она мне будет, или залог будет мне, или я не знаю, что, в общем, она жила в Париже. И у нее были прислуги, кто для нее работали. И готовили для нее, и был шофер личный, пока они жили в Париже. И мы как-то приехали, и слуги, ее прислуга домашняя делала заказ на все, на напитки, на питание, что мы хотим, и все такое. Как-то я разговаривался с ней, она говорит, хоть у меня же прислуга есть, но я тоже сама иногда готовлю, потому что я хочу готовить. Я говорю, а как ты тоже? Она говорит, нет, я все по старинке, потому что ей сейчас около 65 лет, 65 лет, это, да, ей 65 лет. Это такая женщина, которая имеет прислуг дома, но она тоже все иногда готовит, потому что ей нравится готовить. И она никогда перчатки не одевает, она все делает по старинке. Так что из-за этого я скажу, что те, которые придираются, почему ты делаешь без перчаток, или эти люди просто не знают, к чему они придираются. Извините, может быть, кому-то это сейчас не понравилось, что я сказал, но это факт. Теперь мы это все, что мы здесь сделали, хорошо мы будем так закручивать. Вот таким образом. Я вот помню, когда мы тоже еще в Париж ездили, вот там, где моя половина сестра жила с прислугой, когда они в Париже жили, они уехали из Парижа. Так она знала, что они все с Пакистана, все. И у меня есть одно пакистанское сладкое блюдо, что я люблю. Называется гуладжабы. И она, зная, что я приеду гостить в Париж, она специально для меня это делала. Одно дело, что у нее прислуга, но она хотела, что приятно мне самой сделать. Так что люди, которые имеют прислуги там в России или откуда, они должны немножко сами тоже что-то делать. И вот такой жгутик у нас получился. Теперь я думаю, что на 9 частей мы разделим.
Теперь мы все это порежем таким образом. Так. Теперь я так положу сюда. На противень я уже положил бумагу, и бумажку эту я уже попрыскал пекарным маслом на всякий случай. Это не обязательно, но сейчас я все их сложу хорошо на противень, и тогда включу духовку. А этим временем мы их накроем, и как раз им будет немножко время немножко подойти еще. А когда мы все это сделаем, мы еще польем глазурью сверху. Ну, как раз я когда поставлю это в духовку, все это я покажу, как делаю глазурь. Потому что есть некоторые булочки с корицей, которые делаются без глазури. Я их делал много, а сегодня я решил вам показать, как с глазурью получается. Они будут очень-очень вкусные и сладкие. Особенно если вы любите корицу тоже. Я люблю корицу. И у меня вся семья тоже любит, так что что-то должно получиться вкусно. Вот такие плюшечки у меня получились. Вот посмотрите, какая прелесть. А теперь я сейчас накрою, пускай они еще подходят. Немножко, пока у меня духовка нагревается. Тогда они пойдут в духовку 180 градусов на 20 минут. Итак, наша духовка подогрелась. Они отстоялись здесь минут 15-20. Посмотрели, немножко размеры тоже увеличиваются. Теперь что я сделаю? Я взял немножко молока и подмажу их сверху. Я не стал мазать яйцом здесь в это время, потому что, не забудьте, у нас будет еще глазурь. Даже молоко не обязательно здесь, но я решил немножко молочком пойти. Это будет рай для сладкоежек. Итак, я их промазал хорошо. А теперь они идут в духовку 180 градусов на 20 минут. Смотрите на свои духовки сами. По мере приготовления. Примерно 20. А теперь быстренько сделаю глазурь. К глазури мы положим примерно 2 столовые ложки сахарной пудры. Я взял сыр Филадельфия. Это пачка 165 грамм. Ну, я примерно возьму половину этой пачки. Это примерно получится у нас где-то 80 грамм. Пол пачки Филадельфии я положил. Теперь я добавлю ванильного сахара. Пол столовой ложки или 1 чайную ложку. И теперь я добавлю 1 столовую ложку молока сюда. Но мы будем смотреть по необходимости, если надо, мы еще добавим. Все делаем на глаз. Сейчас мы это все смешаем как следует. Так, как следует перемешаем. Ну, вот так. Такая жидкость. Сейчас надо трясти. Вот так, вот такой должен получиться. Вот так. Так что все это мы перемешали, там стоит немножко, и как раз, когда у нас эти булочки выйдут, мы глазурью все дойдем. Наши булочки, кажется, я вытащил из духовки. Все еще очень горячее. Глазурь, вот что я сделал, я приложил кондитерский мешок. Сейчас сделаем маленькую дырочку и начнем продавливать маленький рисунок сверху. Это я выдавлю.
Итак, все я сейчас выдавил. Вся глазурь у нас на булочках. Вот такая красота у нас получается. А теперь я аккуратненько накрою, чтобы глазурь не попала на полотенчика. И пускай она у нас немножко постоит. Еще горячая, боюсь. И пускай минут полчаса так постоит, а мы попробуем. Вы знаете, не терпится вам показать, что же у меня получилось. Так, она еще все еще горячая. Я возьму немножко тут порежу маленько. И как прелесть. А где я еще накрою. Вот такая булочка с корицей из глазури сверху у меня получилась сегодня. Я надеюсь, что вам этот рецепт понравится, и вы можете попробовать тоже. И я вам дал какую-то идею. А теперь попробуем, что же у нас получилось на самом деле. Итак, такая красота у нас получилась. Это булочки с корицей и с глазурью сверху. Какая вкуснота. Я надеюсь, что я вам дал хорошую идею, и вы попробуйте тоже. Поверьте, они очень вкусные, и вам понравятся. Как вы видели, тесто было очень хорошее, воздушное, и дрожжи хорошо сработали. Ну, это прелесть. Настолько мягкая, как вата. Посмотрите. Как вата. Смотрите. Я продавливаю, она пойдет как вата. Такая вкуснота. Они мне пытались при 180 градусов 22 минуты. Какая красота. Вы знаете, настолько вкусно получилось, даже с удовольствием я сам. Я их давно не делал, сейчас с таким удовольствием даже. Они, еще, но она еще горячая, она должна еще стоять. Я надеюсь, что это видео вам не было скучным. Я вам, может быть, какую-то идею дал. Или что-то новое вы присмотрели для себя. Если вы, может, попробуйте тоже это с печи, и вам понравится это. Я очень благодарен, что вы заходите на мой канал, смотрите видео и подписываетесь. Вы поддерживаете меня этим способом. Я здесь на канале стараюсь для вас и всегда, перед тем, как что-то делать, я пытаюсь смотреть новые рецепты для вас и делиться с вами. Даже этот рецепт сегодня насчет этих булочек с корицей я уже прошлой ночью имел идею, а сегодня утром еще решил еще раз посмотреть, подумать, стоит ли сделать. Но я скажу, что это был хороший выбор, что я сегодня сделал, и я рад, что мог с вами поделиться этим рецептом и поделиться этим экспериментом, что я сделал, потому что я никогда не делал за глазурь, но глазурь получилась прекрасно. И моя половина зашла на кухню, а у нас еще клубника в холодильнике. Моя половина сказала мне, что эту глазурь можно хорошо подавать с клубникой, тоже будет очень вкусно. Да, на самом деле, я думаю, что так очень вкусно будет с клубникой тоже. Ну ладно, вернемся к теме. Эти булочки с корицей, я надеюсь, что я вам дал идею, вы еще посмотрите. И, может быть, сами тоже испечете тоже для своей семьи, для своих знакомых, друзей, или кто к вам в гости зайдет. На этом я прощаюсь с вами. Берегите себя, своих близких. Мирного неба всем нам. И пока-пока. Приятного аппетита всем. До новых встреч.